Привет, киноманы! Вы на канале Shadow Tavern, и сегодня у меня для вас захватывающие космические приключения, оригинальные миры, неожиданные сюжетные повороты и непредсказуемые развязки. Не новинки, но, пожалуй, каждый поклонник жанра должен хотя бы раз посмотреть эти 9 фантастических сериалов. Устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра в стенах их дома. «Периферийное устройство» — это сериал, который знакомит нас с двумя различными будущими. Одно в 2032, где юный геймер Флинн Фишер сталкивается с убийством виртуальной реальности, и другое в 2099, где Уилл Неттертон, пиарщик, сопровождает звезду на дип-миссию. Эти два мира связаны между собой тайной технологией, которая позволяет людям общаться и влиять друг на друга через аватары, известные как периферийные устройства. Флинн и Уилл должны раскрыть тайну убийства и спасти свои миры, разоблачив зловещий заговор, который угрожает уничтожить обе реальности. Сериал основан на одноименном романе Скотта Би Смита, который также является автором сценария. За создание шоу отвечают Джонатан Нолан и Лиза Джо, известные по миру Дикого Запада. В периферийных устройствах гармонично сочетаются элементы киберпанка и путешествий во времени, создавая умную и захватывающую историю. Сериал не сильно отходит от романа, но в то же время вносит некоторые новые элементы и сюжетные ходы, которые делают его более интересным и актуальным. Вторжение. Представьте себе, что мир под угрозой невиданного врага и человечество сталкивается с решающим испытанием. Это основная идея вторжения, инновационного научно-фантастического сериала, который демонстрирует, как глобальное нападение пришельцев меняет судьбы 5 обыкновенных людей из разных частей света. Они вынуждены преодолевать страх, смятение и разрушение знакомой им реальности, становясь свидетелями ужасных событий. Неважно, кем они были, но все они сталкиваются с одной и той же смертельной опасностью. Сериал создан Саймоном Кинбергом и Дэвидом Вайлом, которые принимали участие в таких популярных проектах, как «Сумеречная зона», «Марсианин» и «Люди Икс». В сериале также снялись известные актеры со всего мира. Режиссер Якоб Вербюген строит потрясающие и страшные изображения мира, находящегося под осадой. Он использует приглушенные цвета, тревожную музыку и беспокойные кадры, чтобы усилить чувство тревоги и паранойи. «Архив 81» — сериал Netflix, основанный на одноименном хитовом хоррор-подкасте. Главный герой Дэн Тернер — реставратор фильмов, которому поручили восстановить старые видеокассеты 1994 года. На них он обнаруживает записи Мелоди Пенрос, документалистки, исследующей темный мир культа, обитающего в жутком доме Виссер. Чем больше Дэн смотрит эти записи, тем сильнее он увлекается судьбой Мелоди и пытается разгадать тайну ее исчезновения. Сериал — это увлекательный коктейль из ужасов, детектива, нуара, в котором заметны влияния как классических, так и современных жанровых произведений. Сериал также поражает великолепной кинематографией, музыкой и дизайном, создающими неповторимую атмосферу. «Архив 81» идеально передает ужас и очарование формата найденной пленки, погружая зрителей в невероятную историю, разворачивающуюся в зловещих апартаментах. Сериал умело играет с реальностью и фантазией, заставляя нас задаваться вопросом, что из того, что мы видим на экране, правда, а что вымысел героев. «Любовь, смерть и роботы» — это уникальный анимационный сериал от Netflix, который состоит из различных коротких историй. Каждая из них принадлежит к определенному жанру, будь то научная фантастика, фэнтези, ужасы или комедия, и затрагивает одну или несколько из ключевых тем. Сериал знакомит нас с удивительными мирами и ситуациями. Вы можете посмеяться над тем, как йогурт захватывает власть в Лос-Анджелесе, или бороться за выживание против нежити в высокой траве. Вы можете наблюдать за грандиозными космическими сражениями или столкнуться с искаженной версией Санта-Клауса. Каждый эпизод полон неожиданностей и интриги. Каждый является проявлением мастерства и творчества знаменитых анимационных студий со всего мира, предлагая вам насладиться этим невероятным зрелищем. «Пространство» — это не просто фантастический боевик с красивыми спецэффектами, это космическая опера нового уровня. События разворачиваются в 24 веке, когда человечество освоило Солнечную систему, но при этом раскололось на 3 враждующие стороны — Землю, Марс и пояс астероидов. Главные герои — неожиданная команда из разных миров, которая натыкается на тайну, способную разрушить хрупкое равновесие и угрожает жизни всего, что существует в мире. Сериал основан на серии романов Джеймса С. Кори, псевдониме сразу 2 авторов — Дэниела Абрахама и Тая Франка. Пространство поражает своим масштабом и детализацией. Здесь вы увидите, как тяжело и опасно жить и путешествовать в космосе, какие социальные и политические проблемы всплывают в условиях ограниченных ресурсов, колониальной эксплуатации и борьбы за независимость. Но пространство — это не только реалистичное обоснование фантастического мира. Здесь также можно найти множество захватывающих сцен с напряженным экшеном, жестоким насилием и сильными эмоциями, которые заставят переживать за героев и чувствовать, что от их действий зависит судьба Вселенной.
«Черное зеркало» — сериал, который показывает, как технологии могут исказить нашу реальность и превратить ее в кошмар. Каждый эпизод — это отдельная история, которая переносит нас в будущее, где наши желания и страхи сталкиваются с последствиями наших изобретений. С первых сезонов «Черное зеркало» завоевало славу одного из лучших научно-фантастических сериалов. Его создатели Чарли Брукер и Аннабель Джонс с гениальной иронией раскрывают проблемы современного общества и заставляют нас задуматься о том, кто мы есть и как мы обращаемся с технологиями. Сериал не боится шокировать, тревожить, вызывать споры своими темными и часто антиутопическими сюжетами, но также показывает, что в хаосе есть место для надежды и человечности. Последние сезоны имеют другой настрой, но не теряют своей актуальности и увлекательности. Эпизоды затрагивают вопросы отношений в интернете, рисуют жуткий образ виртуального рабства и играют с формами повествования. Независимо от того, нравится вам сериал или нет, «Черное зеркало» — это значимый феномен в научно-фантастическом жанре. Он способствует дискуссии, развивает критическое мышление и предостерегает нас от потенциальных рисков и этических проблем нашего технологического развития. «Видоизмененный углерод» — сериал основан на одноименном романе Ричарда Моргана и погружает зрителей в захватывающие приключения в далеком будущем, где человеческое сознание может быть сохранено в цифровом виде и перемещено между разными телами, называемыми рукавами. Эта технология открывает новые возможности, но и создает массу проблем с моралью и смыслом жизни. Главный герой сериала Такеши Ковач, экс-повстанец и солдат, который был воскрешен спустя 250 лет тюрьмы, чтобы решить загадку убийства влиятельного миллиардера Лоренса Бэнкрофта. Сериал поражает своей визуальной стороной, показывая зрителям удивительную кинематографию, детализированные декорации и реалистичные спецэффекты. В нем гармонично сочетаются элементы нуара, детектива и киберпанка. «Видоизмененный углерод» великолепно строит свой мир. Захватывающие визуальные эффекты и аккуратность в деталях помогают воссоздать яркие и многогранные улицы Бэй-Сити, города, в котором слились футуристические технологии и темный криминальный мир. Если вы любите загадки и фантастику, то ОА — сериал для вас. С самого начала он затягивает вас в удивительный мир Прери, девушки, которая видит ангелов и путешествует по измерениям. Ее прошлое полно тайн и опасностей, которые сериал раскрывает постепенно, используя флешбеки и необычную композицию сюжета. ОА — это уникальный проект от Netflix, который придумали и сняли Брит Марлинг и Зал Батман Глидж. Главная героиня Прери Джонсон, которая внезапно появляется дома после 7 лет с исчезновения. Она называет себя первозданным, оригинальным ангелом или ОА, имеет странный шрамы на спине и видит, хотя до этого была слепой. Она не делится своей историей ни с кем, кроме нескольких случайных людей, которые становятся ее союзниками, учениками и защитниками. ОА — это сериал, который не поддается классификации. Он сочетает в себе элементы мистики, драмы, науки, фэнтези и сверхъестественного, создавая неповторимую и уникальную историю. И это все на сегодня. Спасибо за просмотр. Не стесняйтесь делиться этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал и нажимайте на кнопки под плеером. И до встречи в следующем выпуске. Пока.